Так, друзья, ну что, дальше мы перемещаемся к интересной модели. Это Беларусь 3326. Отличие этой модели в том, что у нее трансмиссия у этого трактора CVT, то есть она бесступенчатая, мокрая трансмиссия. Также у нас имеется переднее навесное устройство с грузоподъемностью 5 тонн на передней навеске. Также у нас идет передний ВОМ, здесь присутствует. Есть выходы, розетки разного класса. Также у нас здесь есть подача обратка гидравлики и идет слив, ну и сцепное. Тяга, то есть тут у нас идут уже фары все линзованные, это дополнительное освещение. В данной модели установлен двигатель Weichai VP8G327E302, мощность 326 лошадиных сил. То есть это мощнее, чем там Lavoll на CVT трансмиссии, скажем так. Скорость от 0 до 40 км в час. Вот мокрая трансмиссия, как я и говорил. Масса 11750. И на задней навеске у него грузоподъемность 10 тонн. У данного трактора большое количество есть технических таких нововведений. Во-первых, белорусы интегрируют сейчас аксиально-поршневые моторы на гидросистему. И мы поговорили с ребятами. Скоро, и, ну, скажем так, не скоро, а это все дойдет и до 1221. Они будут потихонечку со старших моделей интегрировать аксиально-поршневые моторы на гидравлику с новых моделей и потихонечку внедрять их по убыванию, скажем так. Здесь у нас, поскольку двигатель идет Weichai, трансмиссия идет также Weichai, и задний мост идет тоже Weichai. Из своего здесь у нас это передний мост, то есть это прям ребят, то есть тут такой же мост, как и на 3522, но с небольшой другой редукцией, то есть ну, под колеса, под трансмиссию адаптированный, но мост, грубо говоря, такой же. Спереди у нас идут шины 600 на 65 R34. Стоит белшина. Большой емкости топливный бак. Задние колеса у нас идут 710 на 70 R42. Также идет белшина. То есть это уже такой хороший конкурент китайцам, на мой взгляд. Здесь у нас есть кнопки подъема, опускания навески. Ну, это понятно, это сейчас уже никого не удивишь. Освещение дополнительное, навеска 4-й категории. Здесь у нас идет лифтовая сцепка и маятник. Вот он задний мост Weichai. Поговорил с инженером данного завода, да, и он нам рассказывал про данный трактор. По поводу обслуживания, говорит, Weichai мы полностью можем закрыть все расходные материалы. То есть с этим проблем не будет. И по ремонту пригодности, говорит, пока не сталкивались, только-только идет интеграция этих моторов в семейство Беларусь. Эта модель, она полностью на всей трансмиссии, кроме переднего моста Weichai. Я вам покажу дальше более детально другие модели, где стоит двигатель Weichai, но трансмиссия и задний мост там другие. Так, по поводу аксиально-поршневого мотора сказал, давайте его пойдем посмотрим. Я думаю, где-то вот здесь я, наверное, не найду. Топливка, я вижу, стоит вон шильда Bosch. Фильтра, прочее. Так, ну бак просто огромный, топливный. Должно хватать надолго. В общем, аксиально-поршневой мотор на гидравлику. Здесь тоже стоит китайский, поток 150 литров. И также идет еще у нас здесь китайские распределители, китайский распред. В принципе, вот в этом тракторе много чего китайского, то есть двигатель, трансмиссия, задний мост, аксиально-поршневой и распределитель. Но в других моделях все немножко по-другому. Видели мы Lavoll, там, я уж не знаю, как на монтаже будет, когда вы увидите, раньше его или позже, тоже на CVT трансмиссии, но у него мощность всего 240 лошадиных сил. Есть и другие модели помощнее, но они не были представлены. Я не знаю, вообще они существуют или нет. Так, вот здесь устроено, у нас получается все вот таким вот образом. Под кабиной места очень много, поскольку компоновка позволяет. И я так полагаю, что гидросистема, она вот здесь аксиально-поршневая и установлена. У нас гидравлический бак с индикацией по температуре. Здесь у нас есть ящик, он на замке, и зачем-то здесь ручка. Не знаю, чтобы держаться, наверное, когда быстро едешь. И, кстати, вот дублер масса. В
включения-выключения. У нас есть замечательная возможность, благодаря отзывчивым сотрудникам, попасть внутрь данного трактора, что особая преференция, так как у других такой возможности нет. Внутри все узнаваемо, цвет пластика, то есть все как мы привыкли. Здесь у нас пластиковые вот такие темно-серые, пластиковые вот она форточки, как тоже там на 20-ке, на 15-ке. Сзади у нас реверсивного поста нет и никогда его на этом тракторе не планируется, потому что нет спроса под такие задачи. Колонки. Здесь у нас получается мультимедиа. Если честно, это не знаю, что за кнопка. Возможно, мигалка. Климатическая система. Здесь также поддув идет. Только я не понимаю, если честно, не очень понимаю его, как, наверное, может быть открыть, закрыть, либо его можно выключить с помощью кнопки, то есть регулировать поток. Управление зеркалами, управление осветительными приборами. Здесь у нас все основные узлы управления перемещены на подлокотник. И тут нас просто встречают вот такие розетки. Раз, два. Здесь ОБД сканеры для двигателей и трансмиссии. Так, здесь какая-то страшная кнопка со значком Check Engine. Не буду ее не трогать, даже смотреть на нее не хочу. 5-вольтовой зарядки. Здесь у нас получается обычный прикуриватель. Ручной тормоз, мигалка. Здесь все как надо. Это мы управление гидравликой на разные контуры. Здесь также у нас идет управление навеской. Передний, задний ВОМ, то есть с пометками тоже FR, то есть фронт, реар. Управление гидровыходами, ручной газ, это работа с ВОМом, блокировка, передний мост. И здесь касательно уже именно, то есть двигаем, и он спокойно будет у нас ехать вперед. То есть можно управлять будет трактором чисто с рычага. Переключение режимов, все вот быстро доступные. Еще с тыльной стороны. Все быстро нужные и быстро доступные команды, они у нас здесь на рычаге. Так, сейчас мы посмотрим. Вот сзади также имеются кнопки. Так, здесь дисплей. Здесь дисплей. В принципе-то вот и все. Здесь вот, видимо, у нас управление направлением движения. То есть я здесь смотрю. Здесь у нас нейтралка, фронт, реар. То есть включаем. Получается тогда сцепление здесь незачем. Это, наверное, идет разрыв именно момента. Так, сейчас попробую включить массу, посмотреть на дисплей. Здесь будет ли возможность у нас увидеть вот дисплей. Но что-то пока не включается. Хотя клаксон работает. Не знаю, видимо, только, значит, с ключом, потому что других предположений. Вместо второго пилота или штурмана, либо вашей ненаглядной красавицы, которая сядет около форточки, откроет вот так вот форточку и будет наслаждаться. На людей едешь, пухлая. Видишь, рожа-то раскорячила, словно шмель укусил. Хотя форточку открывать в жаркий день не понадобится, потому что здесь у нас система кондиционирования. Так, пойду попытаю ребят помочь, чтобы все-таки увидеть вот этот новый дисплей, как он работает. Это очень и очень интересно. Посильнее, что ли, нажать надо? Или он уже включен? Он уже включен, то есть он просто опускается. Вот так, оп. Нажали, опустили. Мужицкий ручник. Находиться в кабине на самом деле приятно, обзорность просто шикарная. Все трубы идут по краям, по стойкам, вообще не бросаются в глаза. И так вот под собой тоже видно, все отлично. С этой стороны чуть хуже, так как здесь у нас подлокотник для управления навесным. В общем, друзья, 3326. Обратите внимание, на мой взгляд, очень перспективный и интересный трактор. А мы двигаемся дальше. Итак, друзья, у нас далее на обзоре 3522 Беларус. Тоже новая модель с определенными доработками. По мелочам, на которые я обращаю внимание: ближний, дальний линза, рабочее освещение, также светодиодное. На данном тракторе идет мотор Weichai. Сейчас я покажу технические характеристики данного трактора. Weichai на 358 лошадей.
Гидромеханическая трансмиссия, аксиально-поршневой насос на гидравлику 0,160 литров в минуту, грузоподъемность передней навески 5 тонн, задней 10. По передачам 36/24. Тоже интересная модель трактора. Двигатель здесь стоит Вичай, но все остальное идет Минского тракторного завода. То есть корпус сцепления, коробка переключения передач, задний мост идет белорусская. Так, ну что у нас здесь? Передний ВОМ. Здесь у нас идут кнопки управления передней навеской. Вот он мотор. Вичай занимает сейчас 54% рынка двигателей вообще во всем мире, поэтому удивляться тут нечему. Передний мост разработки белорусский, то есть МТЗ-шный передний мост. К сожалению, с этой стороны не могу показать трансмиссию, но сейчас мы ее пойдем и посмотрим. Так, с другой стороны, передние колеса 600/65 R34. Задние колеса у нас идут 710/70 R42. Сзади вот так все это выглядит. Здесь у нас, да, установлен аксиально-поршневой мотор гидромотор на гидравлику. То есть это уже очень и очень хорошо. Распред гидравлический, такой же, как и мы видели на всех предыдущих моделях. Может быть, технически он немножко с другими характеристиками, но визуально он такой же. Тягово-сцепные. Здесь у нас 8-корпусный плуг зацеплен. Сейчас я его обойду и посмотрим 35-ку с другой стороны. Здесь, кстати, на плугах последние корпуса идут вот такие вот пластиковые. Я не знаю зачем. Напишите, пожалуйста, в комментариях. И, друзья, переходите в другие наши социальные сети. Это Яндекс.Дзен, ВК-видео, YouTube. Все в описании. Где вам удобно, там за нами и следите. Так, сейчас мы переместимся, вот посмотрим с этой стороны гидроразводку на трубках, что, кстати, хорошо и прикольно. Здесь стоит на всех тракторах, у которых установлен аксиально-поршневой мотор на гидравлику, везде есть дополнительный радиатор на охлаждение гидравлического масла. Бак у нас гидравлический вот с этой стороны. Здесь, наверное, аккумуляторный ящик мне что-то подсказывает, а может и нет, потому что я через решетку видел аккумуляторы спереди. И вот у нас идет трансмиссия белорусов Минского тракторного завода. Нам посчастливилось, что у данного трактора обеспечен доступ в кабину. Сейчас мы туда попадем и посмотрим, как оно внутри. Фильтра вот мы видим тоже Фильтрусон, это китайские, но ничего. Оп, кабина открыта. Место для второго пассажира. Пневматики нет, механическая регулировка, но здесь есть такое преимущество, как реверсивный пост управления. Реверс-пост, это отлично. У ребят спросил, почему не включается приборная панель. При включении массы она включится только при повороте ключа зажигания. Также всем нам давно известные кнопочки, то есть масса, свет, управление. Здесь у нас черная тряпочка, магнитола, кондиционер. Ну, в принципе, все очень похоже. Вся архитектура внутренняя, она очень и очень сильно похожа. Такое унификация, такие вот стандарты. Далее у нас здесь есть рычаг переключения КПП. Что вот это, кстати, немножко, да, такое необычное исполнение. Здесь у нас заяц-черепаха, то есть транспортная рабочая. Джойстики управления. Ручной газ у нас здесь справа. Передняя, задняя навеска ВОМ. Это, не буду врать, здесь, наверное, идет у нас индикация КПП, какая скорость включена. Мост-блокировка, мост-блокировка. Здесь у нас информация по сервису, то есть что забилось, что не забилось, где-то надо обслуживать, где нет, то есть в каком узле возможны неприятности. Поговорили с ребятами, 35-ки и вообще, в принципе, чем мощнее, технологичнее трактор, тем более он нежный, но надо следить, надо повышать уровень квалификации операторов, механизаторов самих, либо есть вот кто опытный механизатор, молодые, чтобы учились у него. И надо обслуживать технику тоже достаточно хорошо. Белорусы мы привыкли, что не сильно прихотливые, да, в эксплуатации, там, к маслам и к прочему. Но вот сейчас
они становятся технологичнее и сложнее, да, по своему принципу и устройству. И поэтому надо и чаще их и лучше обслуживать. Так как переговорил с человеком, кто отвечает за гидравлику на Минском тракторном заводе, он сказал, что там в определенных местах вот гидравлики в новую вот эта система с аксиально-поршневым мотором, там есть отверстие толщиной диаметром 0,2 мм всего, и они очень легко забиваются, что может привести к нехорошим последствиям. Здесь у нас в 35-ке дисплей, также вот, ну, розеточки и органы управления, и реверсивный ручник, опять же, мужицкий. Обзорность прекрасная, по бокам у нас глушитель и забор воздуха, обзорность просто замечательная. Вот такой у нас получился быстрый обзор. Это как раз та ситуация и тот момент, когда двигатель у нас Китай, а остальное все идет белорусское. Так, друзья, ну что, перемещаемся далее. И сейчас гвоздь программы — это свежепредставленный белорус. Итак, друзья, продолжаем вас знакомить с техникой на стенде МТЗ. Это у нас получается Беларус 2023. Здесь у нас установлен мотор D260.4 S2, 212 лошадиных сил. Трансмиссия сухая двухдисковая, синхронизированная коробка передач. Насос на 55 литров в минуту. Но, опять же, по поводу аксиально-поршневых моторов, которые будут устанавливаться с завода, сейчас я вам все это расскажу и покажу. Так, здесь установлен погрузчик компании Сальсельмаш, наших партнеров и товарищей. Всем мы передаем большой привет. Ребята Сальска, кто с нас смотрит, вам огромный привет. Итак, давайте пройдемся по трактору. Здесь у нас это модификация трактора МТЗ-2022, хорошо нам всем известным. Из того, что здесь не от МТЗ-2022, это у нас усиленный передний мост, который установлен на данном тракторе. Это мост от производства Минского тракторного завода. Поскольку здесь выставка и перед нами, скажем так, достаточно эксклюзивная комплектация, в которой нету переднего навесного и переднего ВОМа, но вообще этот трактор будет идти исключительно с ПНУ, с передним навесным устройством и с передним ВОМом. По мотору D260 все очень нам знакомо по 20-ке. Исключение передний мост. Мотор, еще раз скажу, да, D260 немного переработан. Здесь у нас корпус сцепления для адаптации вот этого переднего моста. Именно вот этого. Остальное, трансмиссия здесь своя. Всем нам тоже давно уже знакомые по 2022, по 1523. Вот. То есть трансмиссия, задний мост на этом тракторе свои. Не свои, а имеется в виду Минского тракторного завода, ни у кого не заимствовано. Ни у Китая, ни у кого. Из Китая у нас здесь гидравлический распределитель электронный. Да, собственно говоря, и все. Ресивер у нас спрятался вот по ходу движения трактора под правое колесо. Тягово-сцепное ВОМ. Поскольку данная модель выставочная, она представлена с фронтальным погрузчиком, у нас здесь сзади висит вот такой вот балласт. Сейчас посчитаем по 45 килограмм, сколько тут грузов. Так, раз, два, три, четыре, пять, 6, 7, 8, 9. Здесь тоже 9, 18, это по 45. И два вот этих, они по 40, так как здесь вот это сцепное. И плюс внутри еще раз, два, три, четыре и еще два маленьких. Данного трактора бояться как бы не надо. Это у нас 2022, только в таких в значительных доработках. Гидравлический бак у нас установлен вот здесь с глазком замера, с опуном. И вот здесь у нас установлена как раз-таки аксиально-поршневая гидравлическая система, которая позволяет давать поток на рабочие органы до 150 литров. То есть вот он аксиально-поршневой. Здесь раньше другой просто. На 20-ке здесь стоит другой насос. В наших обзорах есть, мы показывали. Под кабиной это все выглядит вот так. Даже есть крышка под ходик, который можно сюда установить. У нас опять есть потрясающая возможность оказаться внутри данного трактора. И сейчас мы покажем. Здесь у нас еще приборная панель как бы идет, ну, наша классическая, которую мы привыкли видеть. Здесь у нас кнопка включения масса, осветительные приборы, поворотники, дворники,
Собственно говоря, да и все. Внутри все у нас серый пластик. Здесь у нас магнитолка. Эти кнопки без обозначения, не знаю, что это такое. Климатическая система, электрозеркала, осветительные приборы. По кабине очень напоминает 20-ку. И рычаг переключения, и здесь у нас транспортная рабочая задняя. А вот здесь вот уже изменения. Пишите в комментариях, кто знает. Я могу сказать, что это у нас управление навеской. Это ВОМ передний и задний, гудок. Здесь у нас заяц-черепаха, блокировка автоматическая принудительная, передний мост автоматически принудительный. Здесь у нас идет тоже гидравлика. И здесь управление гидравликой. Два вот таких вот аккуратных сосочка. Тут ручной газ и получается зарядки. Сзади у нас здесь вот тоже не знаю, если честно, что не могу сказать. Две розетки евро 3 контакта и прикуриватель. Это все по правой стороне. Привычная нам тоже шпаргалочка по скорости соотношения, передача и скоростей и открывание форточки. Здесь у нас есть кресло второго пилота, либо штурмана. Оно не складывается ничего, просто зафиксировано. Ну, на самом деле удобно. Есть под этот кронштейн. Мы когда 20-ки перегоняем по базе, то просто вот кого-то надо подкинуть, либо переехать, либо просто когда мы обучаем операторов по работе с мочерными машинами, сидим всегда вот здесь на крыле. Ну и мужицкий ручник, он у нас вот тут. Все, собственно, регулировка угла наклона руля, сцепление, тормоз и газ. Все, из данного аппарата мы выходим. Аппарат очень интересный, очень красивый. И плюс с усиленным передним мостом. С усиленным передним мостом.